SEO крупнейшей биржи Binance опубликовал в своем твиттере запись: «Россия легализует крипту для платежей. Сюрприз-сюрприз». И судя по всему, он основывает свой твит вот на этой публикации, размещенной на сайте Коммерсант. Минфин доработал законопроект о майнинге и обращении цифровых активов. Согласно проекту закона, цифровая валюта может быть принята в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей в России, а также в качестве инвестиций. При этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо. Трактование последнего аспекта, а именно наличие обязанного лица, звучит как-то неоднозначно. Если говорить о том же Тезере, USDT, на их сайте указано, что у них нет обязанного лица. Однако российские правоприменители считают, что им является Tether Ltd. То есть трактовка настолько неоднозначная, что это может быть применено как угодно. Но, например, тот же биткоин, с какой бы стороны ни посмотреть, у него отсутствует обязанное лицо. То есть нет такого органа или человека, который ответственен за эту криптовалюту. По крайней мере официально. К тому же, согласно новой версии, актуальной версии данного законопроекта, организовать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена и оператор цифровой торговой платформы. У первого капитал должен быть не менее 30 миллионов рублей, у второго не менее 100 миллионов рублей. Первый будет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты от своего имени за свой счет путем публичного объявления цен, а второй проводить организованные торги. Также к этим операторам будет применено достаточно большое количество жестких требований. Например, создание отдельного структурного подразделения, составление годовых отчетностей, требования к органам управления, требования к внутреннему контролю и аудите. Вся их деятельность будет полностью лицензироваться и контролироваться. Они будут обязаны вести реестр владельцев цифровых валют, а также хранить ежедневно, создавать резервную копию информации по торгам. И на роль обоих таких операторов могут претендовать только российские юрлица, либо иностранные криптобиржи, которые получат лицензию на осуществление деятельности в России и создадут хозяйственное общество, чем в принципе Binance в последнее время и занимается. Вполне вероятно, поэтому CZ публикует такие смелые заявления. Возможно, он даже имеет какие-то инсайды. Если США и Евросоюз не выкатят какие-то очень уж серьезные и жесткие санкции, которые будут запрещать работать со всеми россиянами, то Binance может стать очень хорошим кандидатом для того, чтобы занять лидерство в сфере торговли криптовалютами, а возможно даже и применения их в качестве платежей на российском рынке. Но также стоит учитывать, что закон пока не запрещает регистрироваться россиянам на иностранных биржах, которые не будут подконтрольны российским законом. Но тот, кто будет работать в России, не сможет продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета. По сути, будет создана такая же система, как и с обычными валютами. Для того, чтобы открыть кошелек и какие-то операции с ним производить, ты должен будешь продемонстрировать свой паспорт, подать информацию, где ты живешь, и за всеми такими транзакциями будет следить Росфинмониторинг. И если ему что-то не понравится, например, ты задонатишь крипту не той организации, то твои счета быстренько прикроют и крипту у тебя заберут. Вполне возможно, из-за того, что накладываются все больше и больше санкций, многие биржи перестают работать с россиянами, поэтому власти понимают, что у россиян может просто не остаться выбора, кроме того, как торговать внутри страны. То есть заводить криптокошельки и регистрироваться на биржах подконтрольной России. Там их хотя бы не смогут заблочить из-за санкций. Но в любом случае, как все это будет работать, можно будет понять только после того, как закон будет принят и после того, как мы увидим, как он будет применяться на практике. Если будет жесткий мониторинг и будут блокироваться любые какие-то транзакции в ту или иную сторону, естественно, люди будут убегать. И если же будет все более-менее лояльно, то это может наоборот даже подтолкнуть все больше и больше людей внедряться в крипту, даже тех, кто раньше об этом и не слышал. И конечно же хорошо, что не вводится запрет на регистрацию на иностранных биржах. Всегда есть выбор, ты можешь либо подчиняться, либо просто зарегистрироваться на другой бирже. Но что будет с этими криптовалютами и как ты их будешь выводить на российские свои карты либо электронные кошельки, это уже другой вопрос. Возможно, с этим могут возникнуть трудности. Касательно налогообложения вышла еще одна новость. Правительство России внесло законопроект о налогообложении цифровых активов. Эту новость я скидывал в телегу, и этот законопроект представляет из себя поправки в налоговый кодекс, которые уточняют обложение налогом на прибыль организаций, налогом на добавленную стоимость и налогом на доходы физлиц,
операций с цифровыми финансовыми активами. Фактически цифровые финансовые активы этим проектом приравниваются к ценным бумагам, только выпущенным при помощи блокчейна. Сумма, на которой будет налагаться налог, будет считаться на дату выплаты дохода, и налоговая база может быть уменьшена, если операция с цифровым финансовым активом принесла убыток. В этом законопроекте описываются требования и размеры налогов для организаций. Например, для российских организаций будет налог в 13%, для иностранных 15%. Ну а что же касается физических лиц, то если закон вступит в силу в этом году, все организации и операторы обязаны будут до февраля 2023 года предоставить в налоговую не только полный отчет по сделкам, но и информацию о юридических и физических лиц, участвующих в этих сделках. И я думаю, Binance со 100% вероятностью отчитается до 1 февраля 2023 года о всех сделках и о всей твоей прибыли, которую ты получил в течение 2022 года. На данный момент этот законопроект всего лишь на первой стадии, посмотрим, будут ли в него вноситься какие-то изменения, потому что, как мы знаем, Центробанк России категорически против какой-либо легализации. Это же касается и вот этой налоговой истории, и той новости, которую мы читали чуть ранее по поводу легализации как платежного средства. Центробанк по-прежнему против всего этого. Но закручивание гаек происходит не только в России, например, биржа Bitstamp ужесточила требования к пользователям своей биржи. Они начали требовать от своих клиентов указывать источник происхождения всех цифровых активов. Они разослали уведомления пользователям, в котором проинформировали об обновлении политики платформы. Теперь пользователям необходимо указать источник активов, которые они хранят на платформе. Как они заявляют, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы оставаться самой надежной криптовалютной биржей. Для этого нам нужно обновить информацию в вашей учетной записи, чтобы вы могли продолжить пользоваться нашими продуктами. Также они прикладывают список документов, которые могли бы подтвердить происхождение средств, а именно происхождение фиата, за который они приобрели крипту. Это зарплатные, пенсионные, платежные чеки, а также документы о наследовании и другая любая информация, другие документы, которые могли бы подтвердить происхождение средств. Что же касается криптовалюты, то это подтверждение ввода и вывода криптовалютных средств, какие-то рабочие контракты, если вам начисляли эту крипту за выполненную работу, скриншоты и рукописные соглашения. А также, кроме подтверждения происхождения средств, теперь биржи требуют от клиентов предоставлять юридическую информацию, такую как национальность, налоговое резидентство и место рождения. Также их интересует годовой доход, собственный капитал, оценку годового депозита. Ну и за весь слив всей этой информации они предлагают аж целых 25 баксов на счет. Ну а те, кто не хотят получить 25 баксов за слив своей информации, им просто отключают вывод всех криптовалют и фиата. Вот так выглядят два стула от Bitstamp. На одном 25 баксов, на другом заморозка всех твоих средств. Вполне возможно, и другие криптобиржи скоро могут последовать данному примеру, потому что в Евросоюзе проголосовали за то, чтобы, так сказать, задианонить всех пользователей криптовалют и не проводить какие-то операции без выяснения личности как того, кто переводит, так и того, кому переводит. Ну а что же касается биткоина, то наш любимый топ-3 кит докупил сегодня еще плюс 500 биткоинов. Каждый день, а иногда по несколько раз в день, он продолжает откупать эту небольшую коррекцию. А все почему? Потому что мы приблизились к очень важной зоне, а именно к нижней грани канала, восходящего канала. Также мы находимся в той зоне, откуда может состояться разворот. Также мы находимся в волне, после которой вполне возможно большое лонговое движение. И CryptoKit не хочет остаться без этого движения, и поэтому продолжает все больше и больше откупать биткоины. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!